Привет! Сегодня мы гуляем по Аль-Балад. Это район старый в Джиде. Я уже в других своих видео говорила про дресс-код Саудовской Аравии, поэтому на нем останавливаться не будем. Просто покажу, во что мы одеты. Это моя подруга Настя. Вот. Так, надо какое-нибудь кафе найти. Уже хочется как будто бы под кондиционер. Потому что конец мая, лето приближается, значит, жара приближается. Вот. Сейчас здесь пока здесь никого нет. Только что прозвучал призыв к вечерней молитве. И я полагаю, совсем скоро народ начнет приходить. Здесь некоторые дома вон восстановлены уже, а некоторые еще нет. Мне кажется, и те, и другие имеют собственный колорит и романтику. Ну, если, конечно, мы не говорим прям совсем развалины, здесь я сейчас покажу. Вот, например. Музей, наверное. Может быть, можно внутрь зайти. Но я не уверена. Так, задача идти вперед, пока не выгнали. Ну нет, мне кажется, это музей. Да, это оказался музей и небольшая мечеть. Там еще были люди в мечети, кто не закончил вечернюю молитву, поэтому мы пока не стали заходить. Но выглядит интересно. Сейчас мы дождемся и покажу. Не дождались мы, короче, пока там домолятся. Не стала я снимать мозг. В смысле, мечеть. Сложность состоит в том, прогулки здесь, что карта нас ведет по одному пути, а потом оказывается, что там забор, типа вот такого, и прохода нет. Приходится искать другой выход. Проход, и сложно. Еще то, что душно, это начинает бесить. Мы зашли в кафе освежиться. Я взяла матчу. И все никак не можем дойти до места, в которое я хотела попасть. Там красивая улочка зеленая, необычно зеленая для здешних мест. Очень похоже на деревянные вот эти вырезки, из чего они делают балконы и окна. Но они более прозрачные, мне кажется. Балконы, они прям, там совсем ничего не видно, а через эти было бы видно. Я уже снимала видео про Аль-Балад. Там в основном такая историческая информация, как об этом районе, так и, в принципе, о городе. Вот. И если вы посмотрите это видео, оно прекрасно дополнит этот влог, потому что сейчас это просто прогулка, а там прям интересные факты, и можно узнать об этом месте уже более глубоко. Вот. Это одно из первых видео на моей странице, на моем канале. Оно дорого моему сердцу, поэтому советую. Забрели на какую-то улочку, совершенно случайно. Класс. И пусто. Очень красиво. Народ начал прибавляться, но пока только в основном мужчины. Ну нормально, здесь безопасно, все хорошо. Мы еще скромно одеты, поэтому точно все классно. Я что-то хотела сказать, забыла. Мы идем до одного музея, в который я все время не могу попасть. Я мимо проходила уже, наверное, раз 5 в своей жизни, и он всегда был закрыт. Охранники рядом с ним говорили: ой, подойдите через час, он откроется. Я подходила через час, он не открывался. И так я никогда в него не попадала. Вот. И я надеюсь, что в этот раз наконец-то мне получится, потому что это такое очень важное здание в городе, и побывать внутри мне бы очень хотелось. Только что с Настей рассуждали о том, что раз уж это влог, я его снимаю, было бы классно зайти в какую-нибудь лавку, пообщаться с торговцами. Вот. Но, во-первых, я этого делать не особо люблю, я не самый общительный человек, но дело не в этом. Короче, наблюдение. Еще, наверное, там, сколько лет мы застали. Там, Настя 4 года здесь назад была, я 3. И идешь по оживленному месту, вот эти самые торговцы, они боялись даже в глаза смотреть. То есть можно было идти смело, никто на тебя не пялится. То сейчас так и замечается. Уже начали более смелее себя вести с точки зрения понаблюдать
за красивыми славянскими девушками. Почему бы и нет? Я, конечно же, их понимаю. Я их понимаю. Смотрите, какая красота. Это кафе. Но мы уже отдохнули, посидели, но возьмем на заметку, может, здесь посидим. Друзья, ура! Музей открыт. Идем. Ну что, музей оказался из 2 комнат, из 3,5. Но ничего, я зато побывала внутри. Кстати, здесь довольно свежо, чаще всего внутри, везде здесь свежо. Там магазины, кафе, музеи. Вот, и я стараюсь просто никого лишнего не снимать. Настя с собой специально носит накидку, либо какую-нибудь одежду, чтобы, когда заходит куда-нибудь внутрь, утеплиться и не замерзнуть. Я поняла, что не рассказала, что это вообще за здание. Это дом-музей Насифа. Насиф – это фамилия семьи. Вот. И в частности, Амара Эфенди Насифа, как раз чей это был дом. Вот. В общем, в чем его историческое значение? В 1925 году король Абдул-Азиз ибн Сауд, это, я надеюсь, я правильно назвала, это основатель Саудовской Аравии. Вот. Он, когда вошел в город, обосновался как раз в этом здании, и из него им управлял. Вот, поэтому такое очень важное место для Джидды. И я рада, что наконец-то в нем побывала внутри, потому что я вообще не знала, что там внутри. Но мне было интересно. Представляете, только что вышли из музея, и его сразу закрыли после нас. Как вот мы успели, да? Прям сама судьба нас привела вовремя. Как удивить людей в пустыне? Просто засади любую улицу зеленью, и все «Вау!». Слушайте, вот тут я в окошечке заглянула, сейчас покажу. Здесь как будто бы изготовляют как раз вот эти все вещи. Красота вообще, красота. Так, я надеюсь, вы поняли, что я имею в виду изготовление всяческих вот этих вот. Я имела в виду эти реечки. Я, к сожалению, не знаю, как они точно называются. Я обещаю погуглить и написать название на экране. Ну вот, тоже мастерская. Класс. Я бы, кстати, сходила бы на мастер-класс как-нибудь. Это, похоже, целая улица вот этого крафта. Разнообразные, вон, у них творческие мастерские. Это что за милота? У нас привал. Понравилось мне гулять в этот раз. Просто забрели на какие-то интересные улочки, оформленные. Я здесь последний раз была, наверное, почти год назад. И как будто бы стало намного больше. Иностранцев, кстати, стало намного больше. Прям видно, что туристы таки появляются. Саудовская Аравия усиленно над этим работает. И я рада, что у них получается потихонечку. Вот. Что еще хотела сказать? Довольно-таки жарковато, душновато. Хочется все время зайти куда-нибудь в помещение, под кондиционер, немного глотнуть свежего воздуха. В Аль-Балате очень много котиков, и что не может не радовать, они, кажется, ощущают себя довольно хорошо здесь. То есть их не обижают, они довольно приветливые, подходят, мяучут, трутся об ноги. В общем, видно, что здесь не обижают, кормят. Здесь вот эти станции с водой, с кормом стоят. Ну, конечно. Ну, конечно. Может кормить? Слушайте, наткнулись на кинотеатр. Вон там за шторкой. Но мы уже домой собираемся, поэтому уже не пойдем внутрь. Ну класс. Я вообще не знала о его существовании. Просто прикольно. Шли, забрели на какой-то открытый кинотеатр. И я так заглянула, внутри довольно-таки свежо. Прям, я бы даже сказала, очень свежо.
Видимо, они постарались и натыкали туда кондиционеров, поэтому смотреть там кино, я думаю, абсолютно комфортно. Вот, знали бы мы бы сходили на какой-нибудь фильм. Почему бы и нет? Отбой, там все на арабском. В этом кинотеатре. Не сходили бы. Мы немного потерялись. Ну, как потерялись? Вот из-за этих перекрытых дорог пришлось обходить, переходить, искать пути. В общем, наконец-то вышли на точку, где можно вызвать такси. В общем, спасибо за компанию. До скорых встреч!